Друзья, всем большой салем. Прямо сейчас я направляюсь на встречу с нашими казахстанскими друзьями, которые пригласили меня покушать бауырсак. Кстати, забыл сказать, что человек, который должен меня встретить, его зовут Мухтар. Судя по всему, это они, вот такой большой, тесной, дружной компанией, приехали меня встречать. А я иду к ним. Интересно, как произойдет первая встреча казахстанцев, получается, и петербуржцев? По-прежнему в городе очень жесткий масочный режим. Говорят, что если полиция тебя поймает, то обязательно влепит штраф. Но я пока, слава богу, не нарывался. Ассаламу алейкум, Саш. Да, ассаламу алейкум. Вот моя встреча с вами состоялась. Здравствуйте, очень приятно. А мне как приятно. Меня Мухтар еще раз зовут. А вы давно уже, я так понял, да? Да нет, я приехал тоже в декабре, тоже Нурлан Ага, все это. Я как бы То есть в декабре, да? Вот в декабре, буквально 11 декабря. Но я уже приехал с семьей, с детьми. О, а где расположились? Там в Азуре я купил квартиру. Угу. Мы сейчас там живем. Нравится? Пока все нравится. И море недалеко, да? Да, ну нет, море далековато. Вот познакомьтесь. Это Здравствуйте, Нурлан. тезка. Очень приятно, Саша. Очень приятно, тоже наслышан. Спасибо, что так тепло встретили. Присаживайтесь. Да, да. А я правильно понял, что мне Нурлан сказал, что это казахстанская ассоциация, да? Да. Это которая, в принципе, помогает друг другу, да, вот тем, Да. кто собирается приехать, освоиться и, наверное, да, жить, я так понимаю. Я знаю, что Казахская ассоциация официально зарегистрировалась в прошлом году. Вот прям недавнее получается. Да, в прошлом году, и всего лишь прошел год. Но так как в прошлом году прям во время эпидемии, ковид, как бы ничего там, ни официального открытия, ничего такого не было. И вот в этом году считаю, что один из самых больших это был Наурыз. Вот мне Нурлан скинул, я еще так удивился, думаю, обалдеть, Валай. Это вот ассоциация сама провела, рассчитывали там, по-моему, максимум на 150 человек, а пришло все 300, 350, кто-то говорит. И турки, которые были приглашенные, ну, почетные гости там, допустим, типа как мэр, да, правильно, как мэр там, Да. Махмутлара, они вообще удивились, говорят, у вас там казахи остались в Казахстане? Вот такая толпа была. То есть даже мэр города был? Ну, мэр Махмутлара. Их здесь называют Мухтар. Хотя меня есть... зовут, да, Мухтар, а их нет должность, как бы Мухтар, они То есть вот за каждым районом Алании закреплен свой Мухтар, да. Он как старейшина, что-то такое. И я правильно понимаю, что казахстанская ассоциация, она первая пока в Алании и единственная? Насчет первой не знаю, но я так думаю, да. Ну, сейчас будет руководитель, официальный руководитель. Айгуль ее зовут, она будет, мы к ней эти вопросы зададим. Здорово. Потому что со слов Нурлана Ага, видите, два Нурлана. Да. Нурлан Ага, он говорит, что когда он приехал, в 2012 году, то есть он уже на тот момент, он не мог собрать, там, по-моему, нужно было 12 подписей, что ли, он не мог собрать 12 человек. Это был 12-й год, а сейчас вот 21-й, 350 человек было. На Наурыз, представляете? Ух ты, На это самом очень... деле 500 было в один момент. Да? Да, Ну, мне хозяин ресторана позвонил и говорит, мы посчитали по головам, это было в 11:15. ага. То есть еще когда не начался. Он говорит, у вас 400 человек, мы посчитали с детьми по головам. И еще автобус потом приехал. И еще люди подходили. Ну, некоторые приходили, уходили, но Да. какой-то пик до 500 мы достигли там. Вот это да. Я просто слышал, что здесь в Алании, получается, Махмутлар, по-моему, если не изменяет память, там много русских. Да, русскоязычный, то есть Там это СССР, бывший все СССР. СНГ, да? Все там СНГ. Они вот все там. Все Махмутларе, да. Я когда вот, допустим, выбирал себе, мы же как
все по блогам, да, по ютубам Да, мы да. смотрели, где, что. Я вообще не знал эту Аланию, не представлял вообще, что это такое. То есть всем не секрет, что мы все приезжали в отели, да? Да. Но эти отели однообразны. Этот Риксос, что он в Дубаях, это Риксос, что здесь. Только аэропорты разные. Да. И в прошлом году я первый раз думаю, надо съездить, слетать, посмотреть самостоятельный такой туризм, да, сами. Мы купили самостоятельно билеты, самостоятельно я вышел на парня риэлтора, он мне арендовал квартиру в Азура парк. Я даже не знал о существовании этого комплекса. И приехав в эту Азура парк, я так в нее влюбился. Это такой жилой комплекс. Ну, я как бы один из лучших на сегодняшний день. А он где находится? Махмутларе, да. Махмутларе. А хотя я до этого думал, там все пишут, ой, Махмутлар, это все бывшее СНГ, весь Советский Союз, зачем он? Если вы хотите, нужно там какие-то европейские районы выбирать. Я считал это минусом. А потом, пожив месяц, я понял, что это больше плюс, а не минус. Потому что тебе не нужен для адаптации язык. Ты вышел, этот язык везде. То есть русский язык все там понимают, да. И среда, она вся такая. Потом, допустим, если есть такие районы, как Афсалар, которые все-таки зимой, они немножко утихают. Ну, нету там того. Афсалар, он подальше. Да, он подальше. Они прям говорят, там жизнь, говорит, останавливается вне сезона. А в Махмутларе там круглый год сезон. Круглый год он живет. И некоторые вещи, я тоже вот в ютубе, когда комментарии читаешь, некоторые вещи, такие как услуги, да, того же портного или там еще что-то, оно наоборот с центра люди едут туда, потому что в Махмутларе это всегда все работает. Представляете? То есть он получается вообще такой самый пробивной, самый мощный, там вся инфраструктура, да, все удобно. Да, да. Хотя это был когда-то, как я понял, поселок, и там росли только бананы. Это был там, только банановые рощи. Больше ничего не было. Ну, Нурлан Ага мне сказал, что он будет как приедет, он покажет и Азуру. Он прям у него, ну, он и живет там рядом, у него вилла. Я с 2012 получается. Да, он приехал в 2012 году и. А его можно назвать первопроходцем? Да. Да. И вот сейчас неофициально диаспора. В этом году он же, Нурлан Ага, вышел на пенсию, то есть у нас в Казахстане 63. И все сотрудники диаспоры приехали, поздравляли его, и они тогда об этом и сказали, что это старейшина, наш старейшина, который вот изначально он зародил, чтобы вот поднял вопрос о создании этой ассоциации. Понимаете? И у него, как я понял, здесь и открылся этот. Он же жил 5 лет в Якутии, представляете? Там, это я тоже вот все узнал на его дне рождения. И он вроде бы там чуть-чуть что-то подрисовывал какие-то, и все. А здесь у него это все так раскрылось. Он сейчас, как к нему не позвонишь, он в основном рисует, короче. Весь творческий человек. Да, весь творческий. Он рисует, только рисует. Слушайте, вот нам, я не знаю, через одно просто сообщение подписчики пишут, как прошел Наурыз в Алании. Для многих это вообще даже, они даже не верят, вот что это, в принципе, было возможно. Всех интересует, соблюдались ли традиции, были какие-то традиционные блюда, наряды. Да. То есть я как бы вот так вот скажу. Вообще это все организовывала ассоциация сама, да, диаспора. Там есть, как я понял, прям такой круг людей, которые постоянно там. То есть они что-то делают, работают. Мне позвонили буквально вечером, а я должен был готовить вообще плов. То есть подготовить для места, как у Нурлана Ага его не было, а так как у него вилла, там же это частный сектор, мы должны были там плов, дрова нарубить, казаны, все подготовить, чтобы там все это сварить, потому что в ресторан, так как турки, они соблюдают закон, у них на тот момент в ресторане нельзя было. Нельзя было только, если ты заказываешь еду у них, то это должно было быть все на вынос. При этом, видите, а свою можно было принести. И мы должны были этот плов приготовить там в казанах и привезти. Тут мне вечером звонят, Мухтар, нужен, ведущий. И я был на этом мероприятии, если там вы смотрели, в Чапане, это я. И
так как, ну, я это все видел сам своими глазами, там были, если, допустим, по национальным блюдам обязательно был наурыз кужи. То есть это тот напиток, который готовится из 7 ингредиентов, да, и он присутствовал. И это не было сказано: Саша, там, Нурлан, Мухтар, вы приготовьте, привезите. Это каждый сам. То есть ассоциация, у нас есть группа в WhatsApp, написала, что каждый сам должен принести. Это был наурыз кужи, это были баурсаки, это была вся выпечка, это все было. Кроме этого, у нас сейчас, ну, очень много, можно сказать, звезд, которые сейчас живут здесь, в Алании. То есть они не на ПНЖ, то есть они сейчас как бы Отдыхать. перезимовать, да, они сейчас здесь. И есть наша одна звезда, Караката Бельдина, у нее там около 4 миллионов подписчиков. Она, по-моему, у нее... певица? Да. У нее, по-моему, самое большее вообще количество подписчиков. И вот она тоже здесь была, и она провела обряд Сау-Кесу. Это путы резала. Путы? Да, путы. То есть у нас, когда ребенок только-только начинает ходить, есть обряд, что вот нужно порезать путы, чтобы он начал быстрее ходить, научился быстрее ходить. И обычно это дают такую возможность какому-нибудь такому уважаемому человеку. И вот Караката, она резала путы. Мы когда высылали всем родным, то есть у меня там родители, друзья в Казахстане, они говорят: это где? Мы, говорят, здесь так не празднуем. В Казахстане вообще полностью было запрещено. Понимаете? Вот так. Да. То есть у вас здесь наурыз прошел пышнее, чем на родине. Вот так вот. А как с погодой, повезло? Да, именно с погодой. Вообще именно вот 22 числа была такая прекрасная погода. А как пляж вам? Нравится? Ну, по пляжу, да, я просто свои ощущения расскажу. Да. Мы когда приехали, я вот плиты, да, все говорят плиты. Для тех, кто их не видел, не поймет, какие же это плиты, железобетонные плиты, что ли, там. На самом деле это такая природная плита, да, это вот камни. И, допустим, у нашего комплекса, у Азуры Парк, у них есть свой пляж. Там стоит их кафе, и метров 100 они этой плиты вырубили. То есть вырубили все, там песочек. И так приятно заходить. То есть и нам, особенно когда волну, детям. Но все равно, так как Клеопатра, она же прям такая разрекламированная, и вообще все они знают, там у нее и голубой флаг. И мы с супругой поехали туда. Там, к сожалению, этого нет, вырубленных мест. Там везде плита. Да. Там нужно входить как бы осторожно, особенно в волну. Это прям, эта плита, она еще и скользкая, то есть там какие-то водоросли, она скользкая. Во время туристического сезона там наплыв народа меняется или не меняется? Ну, вообще здесь как бы есть официальная статистика, но что-то я прочитал в новостях, что сейчас они отменят. У них прям при въезде в Аланию и вообще в любой населенный пункт у них пишется численность. Сейчас в городе столько. Да. Не сейчас, а как бы, видимо, эта численность или там за год берется, что-то такое. И сейчас они почему-то они хотят убрать, потому что, говорят, мы не успеваем менять. А это знак, это же деньги, и как я понял, в Алании там если вне сезон 350 тысяч, а в сезон до 2,5 миллионов. Представляете? Это тоже все из новостей, все из соцсетей, там я прочитаешь, понял, да. Там прочитаешь. Для меня было вообще прям шоком, да, то, что у них нет отопления. Да, вот. У них нет отопления, у них на полу кафель, или тот же там мрамор, да, но он такой холодный, это вообще что-то. То есть ты с улицы заходишь, мы привыкли у себя, да, там с улицы. Хоть какая не было на улице погода, домой зашел, ты отогрелся. А здесь наоборот, на улицу выходишь, чтобы отогреться, потому что дома прохладно. Много казахов, я у кого был дома в гостях, они прям поверх кафеля постелили ламинат. Ламинат? Да. Я почему-то подумал ковер. Не, ламинат и ковры. Ламинат и ковры, то есть. Хотя новые комплексы уже строятся у них с электрическим подогревом полов. Ну, наверное, цена, да, я слышал, электричество тут не дешевое. Электричество не дешевое. Если переводить на наши тенге, то у них за 1 киловатт 0,95 куруш. То есть,
грубо это 1 лира, да? 1 лира, ну, если опять-таки курс сейчас немножко упал, хотя в среднем он всю зиму держался около 60 тенге за 1 лиру. То есть сейчас 0,95, это получается, ну, там, грубо 55 тенге, да, 50 тенге 1 киловатт. Когда у нас в Казахстане максимально 1 киловатт стоит 18 тенге, там, с копеечкой. То есть это получается там 0,3 куруши. Представляете, у них в 3 раза. И вода такая же дорогая. Вода стоит 6 турецких лир за куб. У нас она стоит около 0,90 куруш, если переводить на их лиры. Приехали. Опа, нет, ага. Подписывайтесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.